Вчера сквозь нас, как и всегда, прошло много новостей, инсайдов и мыслей, однако вишенкой на торте лично для меня стали прикрепленные 3 поста из вражеских для Армении ресурсов. Не буду комментировать достоверность новости, которую своими быстрыми ручками напечатал один из авторов «Калибра». Однако замечу, как филигранно эта новость совпала с визитом Шойгу в Баку. Россия начала попытки выстроить ось Китай-Иран, КНДР-РФ и не забыла про своего верного друга Ильхама. Шойгу привез в Баку 2 просьбы. Первая. В случае прямого столкновения между Ираном и Израилем не занимать позицию последнего. Второе. В случае большого пожара на Великом Ближнем Востоке попытаться пробить Зангезурский коридор. Так как пожар неизбежен, то азербайджанский агитпроп начал информационную подготовку к возможной военной эскалации. Алиев этого не хочет, но счет за отпуск в Карабахе ему уже выставили и поставили печать с большой красной звездой, которая часто встречалась в документах НКВД с подписью Берии. Эрдоган, будучи опытным политиком, уже давно понял, что к чему, и утихомирил свой пыл во внешней политике, быстро забыв об Алиеве и консульстве в Шуши, так же, как он забыл свои оды Путину, которые однажды воспевались над Акую. Алиев не послушал своего некогда брата, но у него есть время до КОП-29, чтобы побороться за свободу от государств-ракетиров, которые вернулись за процентом. Давление на Алиева будет расти, и он будет пытаться вилять хвостом, но, видимо, всему свободному миру уже стало понятно, что диктаторские узы сильнее желания развивать свою страну, и Алиев в очередной раз выберет войну. То, что Алиев выберет войну, знают прекрасно и кураторы таких каналов, как Мина Z. Благодаря ее посту мы можем предположить, что Сюник на самом деле будет приманкой, а главный удар Азербайджана в случае начала боевых действий будет осуществлен со стороны Нахиджевана в направлении Еревана. Это позволит пятой колонне распространять следующие тезисы. Первое. Без российских войск регион дестабилизируется. Второе. Власть Армении сдает земли. Третье. Поддерживайте кандидата X в борьбе против протурецкого гражданского договора. И все другие лозунги, которые мы слышим с 2020 года. В то же время обширонские ресурсы и пятая колонна будут в унисон дискредитировать миссию ЕС, новые вооружения для Армении и гипотетических американских военных в Сюнике. Цель внутренних и внешних врагов – это загнать армянский народ в состояние неопределенности, сбить с толку и ослабить репутацию вооруженных сил Армении в наших глазах. Но у условных сержантов Джонса и майора Араяна в условном Варденисе совсем другие планы, направленные на повышение оперативной совместимости между США и Арменией. Военные учения Eagle Partner 2024 успешно завершились 24 июля. Можем подтвердить, что вся военная техника и личный состав США покинули Армению. Ответ посольства США на запрос новости Армении в связи с опубликованной в инфопомойке азербайджанского агитпропа чушью под названием «Армия США вошла в Зангезур». Какой-то представитель Алиева сделал вот такое заявление. По взаимному согласию мы решили убрать этот пункт, вымышленный Зангезурский коридор, из мирного соглашения и вернуться к нему на более позднем этапе. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Эльчин Амирбеков после проведенной им несколько дней назад серии переговоров в Вашингтоне. Перевожу на человеческий язык. В июле в Вашингтоне делегации Алиева сделали отрезвляющую клизму, дав понять, что требование о коридоре – это срыв мирного договора с Арменией, а срыв – это путь к санкциям против Алиева. Бейдулла Манав советует Армении не спешить с подписанием мирного договора, если уж в стране появились американские военные, и если Алиев продолжит выдвигать неприемлемые условия. А мы и не спешим никуда, это наши враги спешат. Кстати, вы видите причинно-следственную связь. Вчера Абшерон сам вбрасывает информацию о появлении американцев в Сюнике, а уже сегодня представитель Алиева говорит, что тема Зангезурского коридора закрыта. Сами рассказали, сами испугались.
США предупреждают Турцию о последствиях за экспорт военной продукции в Россию. Об этом пишет Financial Times. Вашингтон предупредил Турцию, что будут последствия, если страна не сократит свой экспорт американских технологий в Россию, который имеет жизненно важное значение для военной машины Москвы. Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод недавно встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле. Его послание, по словам высокопоставленного чиновника Министерства торговли, заключалось в том, что Турция должна усерднее работать над ограничением торговли американскими чипами и другими деталями, которые имеют решающее значение для войны Москвы в Украине. Тем временем азербайджанские СМИ побеседовали с послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой, которая сделала, на мой личный взгляд, несколько интригующих заявлений касательно нашего союзника, Франции. В интервью с Абдуллаевой, разумеется, затронули не только спортивную тему Олимпиады. Итак, давайте узнаем, что они говорят о нашем союзнике Франции и в целом, какие у них глобальные размышления о нашем регионе. Вопрос. За сегодняшний кризис ответственен президент Макрон или все же больше стоит винить политическую элиту Франции? Ответ. Наверное, будет неправильно с моей стороны называть конкретные имена. Факт заключается в том, что кризис есть, и он возник по причине действий французской стороны. Но когда мы сегодня говорим об отношении Франции к Азербайджану, речь не идет о власти или оппозиции. К сожалению, сегодня и те, и другие сформировали позицию против Азербайджана. О нашей стране распространяется несоответствующая действительности информация. Причем французские медиа дезинформируют местное население, как на тему Карабаха, так и по другим вопросам. Французское общество опирается на армянские нарративы, на истории, услышанные от многочисленных армян. 5-6 тысяч азербайджанцев во Франции не могут сопротивляться тому потоку, который льется от армянской диаспоры. Но проблема еще и в том, что когда мы высказываем свою точку зрения, распространяем свою информацию, нас не хотят слышать. Вопрос. Как правые силы, в частности Марин Ле Пен, относятся к восстановлению отношений с Азербайджаном? Ответ. В политических кругах Франции, будь то власть или оппозиция, настроены против Азербайджана. Если добавить сюда кампанию в медиа, то хочешь не хочешь, это влияет на формирование негативного мнения об Азербайджане в обществе. Но с другой стороны, если вы выйдете на улицу и спросите у французов об Азербайджане, то большинство не будут ничего знать о нашей стране, потому что они заняты своей жизнью и заботами. К сожалению, сегодня политические силы Франции демонстрируют солидарность в отношении Армении. Что нам делать в такой ситуации? Стараться распространять точную и соответствующую действительности информацию об Азербайджане как на уровне посольства, так и на уровне диаспоры. Вопрос. Можно ли рассчитывать на потепление в отношениях после смены правительства? Ответ. Сейчас говорить об этом сложно. Зависит от того, кто придет к власти. Новое правительство – это строительство отношений с нуля. Это потребует времени и влияния ряда факторов. Вопрос. А какова позиция левых? Насколько они близки к армянским националистическим кругам? Ответ. Сегодня во Франции и радикально правые, и радикально левые, и центристские силы являются проармянскими. Все против Азербайджана. Увы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.